Всем привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как из старого испорченного веночка мне удалось сделать новый, который по итогу мне нравится даже больше предыдущего. Несколько лет назад я сделала вот такой веночек, но в прошлом году по небольшой случайности он некоторое время находился возле сильного источника тепла. По этой причине он просто расплавился, весь клей нагрелся, основа погнулась и веночек просто был испорчен. Можно было бы все выбросить в мусор, но я решила переделать. Разобрала весь веночек по материалам, при этом старалась максимально по возможности убрать клей. Что-то отделялось отдельными веточками, а что-то приходилось отделять отдельными частями. Большую часть материалов я использовала повторно, основу под веночек сделала по такому же принципу, как и в прошлых своих видео. Ссылочки на них оставлю в описании. Сначала я приклеила еловые веточки, именно те, которые мне удалось, так сказать, оторвать большим куском. Это оказалось очень удобно, приклеил и пол веночка уже готово. После чего я продолжила собирать основу дальше. Сначала приклеивала одну небольшую веточку посередине, а уже потом добавляла по бокам. Таким образом приклеивала веточки рядами по 3 штучки в каждом ряду. Иногда в процессе сборки основы добавляла белые декоративные веточки, которые остались от предыдущего веночка. После того, когда еловая основа готова, добавляю еще немного все тех же веточек, которые добавляла ранее. Только делаю так, чтобы их было прям очень много. Еще мне в этот раз захотелось добавить немного блеска, поэтому дополнительно решила взять еще вот такую глиттерную веточку. После того, как все веточки приклеены, я предварительно распределила по всему веночку ягодки, а затем просто приклеила. Это очень удобно, не нужно в процессе потом думать, что и куда лучше подойдет. Цветовая гамма веночка была немного изменена, из красно-белой мне захотелось сделать его просто белым, поэтому добавляю еще и белых елочных шаров, которые предварительно приклеиваю на проволоку, чтобы работа была более воздушной и шарики не утопали в еле. Изначально хотела добавить еще только маленькие клубочки из ниток, но нашла у себя вот такие 3 шарика, мне кажется, они отлично подходят в эту работу, поэтому вместе с моточками добавляю эти шарики тоже.
На этом мой веночек готов. Пишите в комментариях, что бы вы делали с испорченной работой. Также очень интересно было бы узнать, какой из веночков вам понравился больше. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся уже в следующих видео.